Если у вас закончился моточек, берем новый и связываем вместе концы нитей. Провязали 12 рядов полочек и в 13 ряду приступаем к вязанию проймы для рукава. Начинаем с левой полочки. Провязываем 4 изнаночные петли, 4 лицевые петли косы и 3 изнаночные. Довязали первый ряд до конца и второй ряд вяжем в обратном направлении. Таким образом нам нужно провязать всего 8 рядов проймы. Провязали 8 рядов полочки и аналогично вяжем вторую. Для этого привязываем рабочую нить с внутренней стороны правой полочки. Дальше провязываем 11 петель основного узора. 4 изнаночные, 4 лицевые петли косы и 3 изнаночные. И затем движемся в обратном направлении. Таким образом провязываем 8 рядов. Закончили вязание переда. Переворачиваем наше вязание. Для закругления проймы закроем по обеим краям по 2 петельки, продеваем одну в другую. Привязываем или пришиваем рабочую нить и вяжем изнаночными петлями 8 рядов спинки. Движемся от левой проймы к правой и затем в обратном направлении, аналогично тому, как мы вязали полочки переда. Закончили вязание спинки, рабочая нить осталась слева. Переворачиваем вязание. Формируем плечико комбинезона. Для этого складываем вместе детали переда и спинки. Продеваем 7 петель переда в противоположные им 7 петель спинки и затем петельки закрываем. Аналогично вяжем второе плечико. Приступаем к вязанию рукава. Обрезаем нить, которая осталась на левом плече при вязании спинки, и привязываем ее в зоне подмышки. Набираем петли с рабочей нити за каждую верхнюю петлю проймы. В первую, вторую, третью по одной петле, в четвертую 2. И снова в первую, вторую и третью по одной петле, в каждую четвертую по 2 петли с рабочей нити. Таким образом набираем по окружности рукава 25 петель.
Довязали первый ряд. Второй ряд вяжем изнаночными по кругу 25 петель. На изнаночной стороне проверяем, чтобы петельки не потерялись. Провязали 2 ряда и теперь закрепим маркер в районе первой петли рукава. Вместо маркера можно использовать любую цветную нить. В третьем ряду делаем 3 убавки петель на приблизительно одинаковом расстоянии. Для того, чтобы сделать убавку, складываем вместе первую и вторую петли и провязываем их одной петлей с рабочей нити. Через несколько петель делаем еще одну убавку, вторую, и третью провязываем с противоположной стороны рукава. Делаем последнюю убавку, и таким образом у нас сократилось 3 петли. Довязываем до конца ряда и в четвертом ряду вяжем 22 изнаночные петли. Повторяем убавку из 3 петель в пятом и седьмом рядах, а 6 и 8 вяжем без изменений. Провязали 8 рядов рукава. Пересчитаем ряды по полоскам из изнаночных петель. В третьем, пятом и седьмом рядах мы убавили по 3 петли, и у нас осталось 16 петель. Теперь провязываем без убавок еще 2 ряда. Провязали 10 рядов рукава и приступаем к вязанию резинки. Переместите маркер на уровне первой петельки. Первую петлю провязываем изнаночной, вторую лицевую. И так чередуем. Изнаночная, лицевая. Всего нам нужно провязать 4 ряда. Провязали 4 ряда резинки, и теперь нам нужно закрыть все петли. Для этого продеваем одну петельку в другую. Закрыли последнюю петлю и рабочую нить обрезаем. Край нити слегка распускаем и продеваем ее в последнюю закрытую петлю. Для незаметного соединения край нити продеваем в соседнюю закрытую петлю за оба ребрышка. Затем снова продеваем в середину последней петли. Вот такой ровный край у нас получился. Хвостик рабочей нити прячем на изнаночной стороне. Можно его закрепить обычными ниточками. Аналогично вяжем второй рукав. Связали рукава и приступаем к вязанию планки. Планку можно вязать и с правой, и с левой стороны. Используем нить, которая осталась у нас после вязания полочки.
в следующем ряду набираем по одной петле с рабочей нити за каждую петельку. В широкое отверстие плечевого шва провязываем одну дополнительную петельку. Дальше провязываем петлю плечевого шва и снова в отверстие делаем еще одну прибавку. Дальше все петли провязываем изнаночными. На правом плече делаем аналогичную прибавку из 2 петель. Последние 2 петли планки закрываем, продевая одну в другую. Оставшуюся последнюю петлю провязываем изнаночной. Закончили первый ряд капюшона. Во втором ряду капюшона сделаем прибавки в плечевых швах. Из одной петельки провяжем 2 петли с рабочей нити. Начинаем вязать в обратном направлении. Довязали второй ряд и третий вяжем в обратном направлении. Таким образом, нам нужно провязать 19 рядов капюшона. Провязали 19 рядов и складываем капюшон пополам. Провязываем противоположные петли капюшона одной петлей с рабочей нити.
Начиная с противоположной стороны от рабочей нити, все петли закрываем, продеваем одну петельку в другую. А вот так делаем петельки для комбинезона. Просто вытягиваем их из петель обвязки. Наш комбинезончик готов. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить наши новые видео. И обязательно присылайте фото ваших готовых работ по нашим мастер-классам нам в Instagram.